Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим с вами об одном удивительном месте. Это Канарские острова. Канарские острова – это территория, состоящая из 13 вулканических островов, расположенных в Атлантическом океане, в 1000 километрах от материковой Испании и всего в 115 километрах от африканского побережья. Канарские острова являются частью Испании, хотя сегодня здесь есть собственное правительство. 6 островов – Алегранца, Ла-Грасиоса, Лобос, Монтанья-Клара, Роке-дель-Эсте и Роке-дель-Осте – представляют собой крохотные клочки суши посреди океана и остаются необитаемыми. Древнейшие в геологическом отношении 3 восточных острова, ближе всего расположенных к Африке, это Гран-Канария, Лансароте и Фуэнтевентура. Они же имеют самое протяженное побережье и больше всего пляжей. 4 западных острова – Тенерифе, Ла-Пальма, Ла-Гомера и Эль-Иера – славятся живописным скалистым побережьем. Острые скалы возносятся над океаном на головокружительную высоту. Золотой песок, который сделал Канары чрезвычайно популярными, привозят из Сахары. В целом архипелаг насчитывает около 1500 километров побережья. Ярко-синий цвет воды объясняется колоссальной глубиной океана. Между островами глубина достигает 3000 метров. Основная масса туристов рассеяна по песчаным пляжам Тенерифе, крупнейшего острова, над которым высится заснеженная вершина Тейде. Следующее по популярности место занимает Гран-Канария со своей богатейшей природой. Ла-Пальма отличается зелеными пейзажами, с которыми контрастируют необычные лунные ландшафты Лансароте или пустыни Фуэнтевентуры. Идеалистическая Гомера поросла субтропическими рощами с пальмами и лаврами. А крохотные обрывки Иера, подверженные ветрам, заканчиваются рядами переплетенного можжевельника. Интересный факт состоит в том, что у Канарских островов есть 2 административных центра. Одним из них выступает Санта-Крус-де-Тенерифе, а вторым – Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. К тому же с периодичностью в 4 года центр культурной и политической жизни региона перемещается от одного города к другому. Существует неверное суждение, будто этот архипелаг получил свое название благодаря канарейкам, коренным жителям острова. Но это не так. Именно эти милые певучие пташки обязаны своим названием месту своего проживания. В действительности, такое название Канарских островов появилось в честь собак, которые проживали здесь несколько сотен лет тому назад. Потомки канарских собак, столь популярные в Испании Престо Канария, внешне напоминают мастифов. Издавна существует поверье, что на одной из частей Канарского архипелага располагались знаменитые греческие сады Гемпериды. Также следует отметить большое количество рекреационных пляжей на островах и огромный по размеру дюнный пляж. Но на Канарах есть не только все для пассивного отдыха, но и для активного. Так, на именитом острове Гран-Канария находятся развлечения для альпинистов, крутые и дикие склоны, которые возвышаются на несколько сотен метров. Еще просто невозможно не упомянуть о находящемся в регионе биосферном заповеднике на острове Лансароте. Сам остров покрыт следами многочисленных извержений местных вулканов и составляет собой самый необычный пейзаж. Именно в этом месте любят снимать голливудские блокбастеры об инопланетянах и космических мирах. Говорят, что земля на Лансароте настолько горячая, что если кусок мяса закопать в землю, то примерно через полчаса вы получите ароматный и сочный бифштекс. Но все это не мешает курсировать по острову постоянным экскурсионным группам. Не придется скучать на островах и людям, желающим насладиться развитой инфраструктурой. Канарские острова – это уникальное место, где сочетаются и современные многоэтажные здания, и простоявшие столетиями постройки различного фундамента, прошедших эпох. Самым богатым на архитектурное строение районом является одна из столиц автономной области – Санта-Крус-де-Тенерифе. Визитными карточками города являются музей живописи и скульптуры, где размещены творения именитых художников и скульпторов, а также дворец Карта и церковь Консепсьон. Любителям дегустировать местную кухню тоже найдется чем себя занять. Обязательно стоит попробовать уникальное блюдо из океанической рыбы, способы приготовления которой не менялись веками, а также местные десерты, которые содержат в себе пальмовый мед.
Воистину, Канарские острова – рай для туристов, возможность найти себе отдых по душе. Каждый путешественник, который хотя бы однажды побывал здесь, мечтает как можно быстрее вернуться обратно. Если у вас появится возможность поехать отдохнуть на Канарские острова, не отказывайте себе в таком удовольствии, так как именно здесь очень приветливые люди, вкуснейшая еда и прекраснейшая природа. Несмотря на распространенное мнение о том, что на Канарах всегда светит солнце, сказать так обо всех островах невозможно. Например, одновременно на Ла-Гомере или Ла-Пальме может идти холодный дождь, а на Фуэнтевентуре ярко светит солнце. Горы Гран-Канарии и горный хребет на Тенерифе делают климат в разных частях Канарских островов совершенно разным. Чтобы чувствовать себя комфортно в любой части архипелага, путешественникам достаточно запомнить два основных правила. Климат на восточных островах теплее и суше, чем на западных. На южных берегах островов солнечнее и теплее, чем на северных. Канарские острова лежат на северном тропике или тропике Рака. Океан на этой параллели обычно бывает чуть холоднее, чем можно было бы ожидать от столь субтропических широт. Гольфстрим, который подходит к островам с севера, и пассаты делают климат на Канарах, по крайней мере, на уровне моря очень теплым. Средняя температура на пляжах колеблется от плюс 19 градусов тепла зимой до плюс 25 градусов летом. Однако многие острова очень гористые. Высота горы Тейде на Тенерифе составляет 3718 метров. Эта гора самая высокая не только на Канарах, но и во всей Испании. Из-за столь значительного перепада высот температура воздуха тоже колеблется очень резко. Причем не только между островами, но и внутри одного и того же острова. Сочетание подобного климата и необычного геологического строения привело к тому, что на Канарских островах сложились уникальная флора и фауна, хотя на них совершенно нет рек. Изоляция архипелага способствовала сохранению природного разнообразия. На Канарах насчитывается около 650 уникальных растений, что делает их одной из самых важных биологических зон мира, сопоставимой по значимости только с другими архипелагами, такими как Гавайи и Галапагос. Признавая этот факт и намереваясь сохранить природное богатство архипелага, правительство приняло закон о природных зонах Канарских островов, по которому были созданы природные заповедники, определены зоны природных памятников, защищаемых ландшафтов и научного интереса. В этих зонах деятельность человека резко сокращена. Такие зоны занимают около 36% территории архипелага. Что же можно сказать о населении Канарских островов? С конца 15 века острова принадлежат Испании. На взгляд иностранца жители Канар выглядят как испанцы, говорят по-испански, развивают испанскую культуру и практически не отличаются от жителей Пиренейского полуострова. Разве что чуть более спокойны и менее энергичны, чем их соотечественники с материка. Однако Канарские острова на протяжении веков служили мостом между Европой, Африкой и Америкой, в силу чего на них оседали многочисленные представители разных культур. Особенно много было выходцев из Латинской Америки, где когда-то находились испанские колонии. В результате на Канарских островах живет народ, который считает себя в первую очередь канарцами и лишь во вторую испанцами. Согласно переписи 2015 года, Канары населяют около 2 миллионов человек. Во второй половине 20 века жители островов научились прекрасно использовать свои природные ресурсы. Великолепный климат и прекрасные пляжи, привлекающие туристов из Северной Европы. Туризм превратился в настоящий бизнес. Канарские острова ежегодно посещают более 12 миллионов человек. Причем большая их часть, примерно 9 миллионов, отдыхает на Тенерифе и Гран-Канарии. Некоторые районы островов, в особенности южное побережье Гран-Канарии и Тенерифе, и в меньшей степени Лансароте и Фуэнтевентуры, превратились в настоящие туристические зоны. На маленьких островах, где нет пригодных к массовой эксплуатации пляжей, туристов значительно меньше. Казалось бы, при таком количестве туристов на Канарских островах всегда должно быть очень многолюдно, но это не так. Большинство гостей архипелага устремляются на крупные курорты – Playa de las Américas на Тенерифе или Playa del Ingles на Гран-Канарии. Но если сложить все зоны, занятые туристами, то окажется, что они составляют лишь малую часть общей площади островов.
Возможно, это прозвучит тривиально, но на Канарах найдется место для человека с любыми запросами. Разнообразие пейзажей на островах просто поражает воображение. Заснеженные горы, великолепные зеленые долины, пустыни, живописные скалы и превосходные пляжи, покрытые золотистым или черным вулканическим песком. На разных островах сочетание этих природных красот различно и весьма любопытно. Помните, Канары как острова вулканические, а на таких островах скучно не бывает никогда. Последнее извержение вулкана Тенегуя на Ла-Пальме произошло в 1971 году. На Лансароте можно не только увидеть великолепные ландшафты, созданные землетрясениями, произошедшими много веков назад, но и понаблюдать за тем, как ваш ланч готовят на вулкане, находящемся под вашими ногами. Тенерифе – самый большой остров архипелага. Здесь немало интересного. Очень живописно выглядит гора Тейде. Туристы могут развлекаться на острове круглые сутки. Не менее интересна и Гран-Канария. На обоих островах немало оживленных современных городов, с которыми соседствуют тихие и старинные. Здесь можно любоваться живописными и потрясающе красивыми пейзажами. К вашим услугам множество курортов на любой вкус, от по-настоящему буйных до тихих и семейных. Если вас привлекают широкие золотистые пляжи, то вам подойдет южное побережье Гран-Канарии. На Лансароте понравится тем, кто заботится о сохранении окружающей среды, но в то же время любит общество других туристов. Развитие туризма грозит нарушить этот хрупкий баланс. Пока что достопримечательности острова, созданные местным художником Сезарем Манрике, прекрасно гармонируют с такими курортами, как Пуэрто-дель-Кармен. Остров вообще очень хорош, а невысокие белые домики местных жителей придают ему дополнительное очарование. Фуэртевентура вызывает у туристов различные мнения. Это по-настоящему пустынный остров, продуваемый всеми ветрами, песчаный и безжизненный. Это оазис тишины и покоя посреди нашего беспокойного мира, как считают одни, или обычная пустыня, каким его видят другие. Пляжи Фуэртевентуры лучшие на Канарах, а курорты способны удовлетворить любые запросы. На острове можно заниматься водными видами спорта, для которых словно создано это побережье. Хотя на Фуэртевентуре есть немало интересного. Менее известные мелкие острова Ла-Пальма, Ла-Гомера и Эль-Иера не могут похвастаться просторными пляжами, поэтому туристов здесь гораздо меньше. Зато на этих островах активно развивается очень модный сегодня агротуризм. На этих 3 островах нет коммерчески интересных достопримечательностей, но они являются достопримечательностями сами по себе. На маленьких островах не так уж много отелей и ресторанов, заслуживающих внимания. Музыка из дискотек и баров не нарушает вечернюю тишину. Здесь вас ждут великолепные горы, а если постараться, то можно найти пару симпатичных пляжей и полностью расслабиться. Если идеальный отпуск представляется вам именно так, то один из этих маленьких островов вам прекрасно подойдет. Впрочем, большинство туристов проводят здесь всего день-два. Путешествовать по островам совсем не сложно. Вы вполне можете отдыхать в роскошном отеле на крупном курорте, а через недельку отправиться на пару дней на тихий, нетронутый цивилизацией островок. Путешествуйте самостоятельно, будьте готовы к неожиданностям, и очень скоро вы поймете, что Канарские острова могут предложить гораздо больше, чем один лишь круглогодичный загар. В условиях умеренного климата на Канарских островах круглый год можно заниматься практически всеми видами спорта. Хотя главенствующее положение занимают водные развлечения – дайвинг, серфинг, спортивная рыбалка, но есть и сюрпризы – от канарской борьбы до парашютного спорта. После того, как в 1995 году Испания вошла в состав Евросоюза, беспошлинный статус Канарских островов должен был измениться. Острова все еще пользуются определенными налоговыми льготами, но с туристической точки зрения реальные скидки сохранились только на спиртное и местный табак, несмотря на то, что в Лас-Пальмасе действуют магазины беспошлинной торговли, торгующие часами, ювелирными украшениями, оптикой и электроникой. На Тенерифе советуем покупать местное вино. В Ла-Пальме и на Тенерифе можно купить отличные сигары ручной работы из местного табака. На весь мир славится знаменитый сыр Куэса де Флор из Гуи, Гран-Канария. Обратите внимание на красные и зеленые банки соуса моха и миндальный десерт Бьен Масабе.
Купите мед в Тенерифе. Лучше считается марка Las Canadas del Triede. Изделия народных промыслов, в том числе ткани, корзину и керамику, можно купить в магазинах и на рынках Гранд-Канарии. На Тенерифе традиционные народные промыслы – это вышивка и кружевоплетение. Хорошим сувениром станут скатерти и подушки. Подобные изделия следует покупать в надежных местах, например, в доме с балконами, в Ла-Артаве или филиалах этой фирмы. Покупая подобные сувениры, вы поддерживаете местные ремесла, но на скидки не рассчитывайте. Если изделие стоит дешево, значит это массовая продукция. Качественные изделия народных промыслов можно купить в магазине Art Tenerife, расположенном за портом в Нуэрто-де-ла-Крус, и в магазине Artesanas El Sol в Санта-Крузе. За несколько дней до отлета купите несколько стрелеций, райских птиц в мире цветов. Эти же цветы можно купить в аэропорту. Цены на экзотические растения на Канарских островах на удивление низкие. Растения упаковывают в специальные коробки, и перевозить их очень легко. Рынок на Канарских островах – это всегда интересно. Цены здесь меняются, торговцев можно уговорить на серьезные скидки. Самые большие и яркие рынки обычно работают по воскресеньям. Утренний воскресный блошиный рынок у порта в Лас-Пальмасе необычайно притягателен. В любое время можно приходить на рынок Нуэстра Синьора де Африка в Санта-Крус-де-Тенерифе. Превосходный рынок по пятницам открывается в Пуэрто-де-Морган на Гранд-Канарии. На Лансароте лучший воскресный рынок народных промыслов работает в Тегуизе. В главных туристических центрах Канарских островов можно найти вечерние развлечения на любой вкус, от экстравагантных и неформальных вечерних шоу в элегантных ресторанах до дешевых караоке-баров. Кроме того, вас повсюду ждут самые разнообразные клубы. На Гранд-Канарии центрами ночной жизни остаются Плая дель Инглес и Мас Паломас. Развлечься можно и в торговых центрах. Среди самых крупных и интересных центров Казбы – Fantasy Island и The Garage. В Лас-Пальмасе центром ночной жизни остается квартал Месса и Лопес. На Тенерифе самая активная ночная жизнь идет в Плая де лас Америкас. Самая известная улица – Вероникас, где насчитывается более 100 баров и клубов, открытых до самого утра. Самое экстравагантное шоу устраивается в Пирамид де Арона. Танцевально-песенные представления дают также в Тропикана. Вечера в средневековом духе проходят в крепости Сан-Мигель в одноименном городе на Тенерифе. Особой популярностью на Канарских островах пользуются казино, и горные заведения есть в отелях Гранд-Канарии и Тенерифе. Для входа в казино необходим паспорт. На Канарских островах проходят также и фестивали. Народная музыка Канарских островов напоминает о том, что архипелаг всегда был мостиком между Испанией и Новым Светом. Более всего, канарская музыка напоминает южноамериканскую. Чтобы познакомиться с местными песнями и танцами, отправляйтесь в канарскую деревню в Лас-Пальмасе. Традиционные фестивали устраиваются во всех островах, чаще всего в День святых покровителей разных городов. Канарский карнавал длится 10 дней, обычно с середины до конца февраля, перед Великим постом. Тысячи канарцев веселятся от всей души. Магазины и офисы закрываются, молодые и старые люди в необычных костюмах заполняют улицы и до утра танцуют под энергичную латинскую музыку. Костюмы выбираются в соответствии с заданной темой. Потрясающей красоты карнавальные костюмы готовят целый год. Музыкальные ансамбли и танцоры располагаются на больших платформах и проезжают через весь город. Туристы тоже часто надевают маски и костюмы и присоединяются к общему веселью. Самый крупный и веселый карнавал на Тенерифе проходит в Санта-Крус и Пуэрто-де-ла-Крус, а на Гранд-Канарии в Лас-Пальмасе. Эти карнавалы почти не уступают знаменитым карнавалам в Рио и в Новом Орлеане. Отели в этот период переполнены, так что номера следует бронировать заранее. Праздник Тела Христова отмечается в период с конца мая и до середины июня, и это самое яркое мероприятие на Канарских островах после карнавала. Но характер празднества совершенно иной. На улицах и площадях создаются настоящие картины из цветного вулканического песка, цветной соли и цветочных лепестков. Сюжеты самые разнообразные, религиозные, копии картин знаменитых художников или абстрактные. На Тенерифе весьма экстравагантные картины можно увидеть в Ла-Аратаве или Ла-Лагуне.
Но не менее ярко праздник отмечается в Лас-Пальмасе, на Гран-Канарии и других островах и деревнях на всех островах. Картины погибают, порой за несколько минут, под ногами участников торжественных процессий. Яркие праздники с песнями, танцами, едой и вином ромериас устраиваются сразу после Дня Тела Христова. Они восстанавливают равновесие между трезвостью и весельем. Луча Канария – канарская борьба. Этот вид спорта пользуется огромной популярностью. Бои можно увидеть на сельских праздниках и специальных аренах в канарских городах. На песчаном ринге сражаются две команды по 12 борцов. Главная цель – швырнуть противника на землю. После 3 раундов выявляется победитель – команда, которая потеряла меньше бойцов. Этот вид борьбы возник еще в доиспанские времена, но тогда сражения были более серьезными. Хуэго дель Пало, или борьба на палках, еще один сельский вид спорта, который можно увидеть на местных праздниках. Главная задача – остаться на месте, несмотря на все атаки противника, и отразить все удары. Яркое солнце, песчаные пляжи и множество развлечений на пляжах и за их пределами – все это делает Канарские острова прекрасным местом для отдыха с детьми любых возрастов. Во многих отелях есть специальные детские программы, игры у бассейна, детские вечерние развлечения, а для самых маленьких – услуги нянь. Вот кое-что, что будет интересно вашим детям. Картинг. Карты никогда не ездят слишком быстро, и располагаются они настолько низко, что не могут перевернуться. Единственная проблема – утащить ребенка с трека, когда наступит время уходить. В центрах картинга есть скоростные треки для старших, а также детские треки. Музеи. Дети не всегда любят музеи, но на Канарах есть и такие, которые придутся им по душе. В Гран-Канарии дети с интересом рассматривают черепа и мумии Гуанчи в Канарском музее в Лас-Пальмасе, а также реконструкцию деревни Гуанчи в парке Мундо Абориген у Мас-Паломаса. Любят дети и музей Элдер в Лас-Пальмасе. В Тенерифе черепа и мумию Гуанчи можно увидеть в Музее природы и человека в Санта-Крузе. Интерес для детей представляет также Музей науки и космоса, который находится в Ла-Лагуне. Традиционная кухня Канарских островов является одной из самых необычных и вкусных в Испании. Она объединяет в себе традиционные рецепты испанской кухни с различным вмешательством латиноамериканской и африканских кулинарных традиций. На Канарских островах умеют и любят очень вкусно готовить мясные блюда. Здесь подают множество бесподобных мясных рагу, в состав которых входит тушеная говядина или сразу несколько видов мяса. Одним из самых популярных мясных блюд является карне де фиеста. Готовится оно из хорошо промаринованной свинины. Канарцы любят различные овощные супы – кабачковый, крессовый или суп из смеси овощей. Также готовят очень густой суп, в состав которого входят такие ингредиенты, как бобы, свиные ребрышки, кукуруза в початке, зелень и тмин. Так как Канарские острова омываются различными водами, то стоит отметить, что все-таки традиционной кухней здесь являются блюда из морепродуктов, в основном приготовленные из рыбы. Например, такие как отваренная рыба, которую подают чаще всего со сладким картофелем – санкочо, или блюдо из жареной рыбы с соусом, приготовленным из уксуса, кориандра и небольшим количеством чеснока. Жители Канарских островов касательно алкогольных напитков предпочитают вина сладкие и крепленые. Канарские вина очень разнообразны. Здесь можно встретить совсем молодые сорта, которые подаются в маленьких ресторанчиках. Такое вино будет примерно 13-16 градусов и будет питься весьма легко. Но также можно встретить и дорогие вина с более ранней датой производства. Многие канарцы сами производят вино в домашних условиях, но обычно его не разливают по бутылкам, а продают в небольших барах и ресторанах в 16 или 18-литровых деревянных бочках. Канарская кухня во многом похожа на испанскую, но есть и интересные региональные различия. Многие блюда напоминают латиноамериканские, хотя не ясно, были ли завезены эти рецепты в Новый Свет уроженцами Канарских островов, или американские рецепты появились на Канарских благодаря тем, кто вернулся на родину. Вы видите много ресторанов баскской и галисийской кухни. Эти регионы Испании славятся своей изысканной кухней, и подобные рестораны пользуются большой популярностью. Как и в Испании, валюта Канарских островов – евро. Лучше всего обменивать валюту в банках,
Но можно делать это и в обменных пунктах, которые работают и тогда, когда банки закрыты. Обращайте внимание на вывески Cambio. Обменять деньги можно и в крупных отелях, но курс обмена здесь менее выгоден, чем в банках. Банки и обменные пункты обменивают дорожные чеки и по более выгодному курсу, чем наличные. Не забудьте захватить с собой паспорт или воспользуйтесь банкоматом, где курс наиболее выгоден. На Канарах вы без труда сможете воспользоваться большинством международных кредитных карт, хотя в мелких заведениях все же предпочитают наличные. Наиболее распространенные карты – Visa, MasterCard и Eurocard. С помощью кредитных и дебетовых карт можно снять наличные в банкоматах, которые есть во всех городах и курортах. Это самый удобный способ получения наличных, и курс обмена всегда самый выгодный. Многие отели, крупные магазины, рестораны и турагентства Канарских островов обналичивают дорожные чеки. Можно сделать это и в банке, где курс будет более благоприятным. Безопаснее обналичивать за один раз небольшую сумму, а остальные чеки хранить в сейфе отеля. Поговорим немного и о преступности на Канарских островах. Самое распространенное на Канарах преступление в отношении туристов – кражи из машин, взятых на прокат. Никогда не оставляйте в машинах ничего ценного. Ценности храните в сейфе отеля, в том числе и паспорт, а с собой носите фотокопию. Уходя, а также во время сна запирайте окна и двери номера. Впрочем, преступность на Канарах невысока, так что просто руководствуйтесь здравым смыслом. Обо всех кражах следует сообщать в местную полицию в течение 24 часов. Это необходимо для получения страхового возмещения. На Канарских островах, как и везде в Испании, действуют 3 вида полиции. Чаще всего можно встретить гражданскую гвардию в зеленой форме. В каждом городе есть собственная полиция. Цвет формы зависит от города, времени года, но чаще всего форма голубая или серая. Третий вид полиции – национальная полиция, которая занимается борьбой с преступностью. Этих полицейских вы отличите по светло-коричневой форме. Все полицейские вооружены. Испанские полицейские строги, но вежливы по отношению к иностранным туристам. Большинству туристов, в том числе гражданам Евросоюза и США, для въезда в Испанию и на Канарские острова достаточно лишь действующего паспорта. Туристам из других стран, в том числе из Российской Федерации, требуется шенгенская виза. Однако с 5 апреля 2016 года между Россией и Испанией стартовал год взаимного туризма. Поэтому процедура получения визы для родителей с детьми 6-12 лет упрощена. Кроме того, визовые центры Испании будут оформлять визы для россиян в течение 3 рабочих дней. С Канарских островов вы можете привезти с собой 200 сигарет или 50 сигар, или 250 грамм курительного табака, 1 литр крепких спиртных напитков крепостью более 22 градусов, или 2 литра крепостью менее 22 градусов и 2 литра вина. Большая часть отелей на Канарах рассчитана на семейный отдых и соответствует довольно высоким международным стандартам. На островах немало апартаментов и аппарат-отелей, где комнаты имеют собственные кухни, но в остальном абсолютно похожи на гостиничные номера. Если вы собираетесь приехать в высокий сезон с конца ноября по март или в июле-августе, то бронировать размещение следует заранее. Завтрак включен в цену не всегда, и этот вопрос нужно уточнять при бронировании. Самостоятельному туристу найти дешевое размещение на крупных курортах нелегко, поскольку большинство отелей 3- и 4-звездочные. Но в больших городах, таких как Санта-Крус и Лас-Пальмас, немало более дешевых отелей. На Канарских островах активно развивается отдых в сельских или старинных городских домах, превращенных в небольшие отели и апартаменты. В таких домах можно поселиться и жить совершенно самостоятельно. Парадоры – это государственные отели, которые размещаются в исторических постройках за пределами городов и в сельской местности. Парадоры есть на Тенерифе, Эль-Игуэра, Фуэнтевентуре и Ла-Пальме. Номера в таких отелях следует бронировать заранее. Добраться до Канарских островов можно самолетом либо морем. На Канарские острова полеты осуществляют различные авиакомпании. Время полета до Тенерифе зависит от выбранной авиакомпании. Прямой рейс из Москвы займет около 7-8 часов. Если вы летите с пересадкой, то время полета может составлять от 12 до 14 часов
и зависит от времени ожидания между рейсами. Чтобы добраться до небольших островов, летите в Лас-Пальмас или на Тенерифе, а там садитесь на местные самолеты компании Binter Airlines. Компания Transmedia Terna организует паромное сообщение между Тенерифе, Гран-Канарией и Фуэртевентурой, а также на все острова, кроме Ла-Гомеры и Эль-Иера. Компания The Fred Olsen Shipping Line отправляет паромы по маршруту Гран-Канария-Тенерифе 6 раз в день. Паромы отправляются из Пуэрто-де-лас-Ньевес-Агайенте. Кроме того, компания организует сообщения между Тенерифе и Эль-Иера. Компания Naviera Airmas обеспечивает сообщения между Гран-Канарией и Тенерифе, Фуэртевентурой и Лансаротте, Тенерифе и Эль-Иера и Лас-Пальмой.